Привет, с вами канал обо всем и про дизайн, и я его голос за кадром. Сегодня мы будем говорить про постмодерн. Постмодернисты — это те, кто делают вот такую архитектуру. Давайте посмотрим немного картинок, а потом поговорим про историю возникновения модерна. Она довольно интересна. И вот такие интерьеры. С первого взгляда очень трудно понять, что все это искусство один и тот же стиль. Это впечатление обманчиво. У них много общего, и посвященный человек всегда поймет, что это постмодерн. Также он поймет, что такое модерн, и как много общего между модерном и постмодерном, и какая огромная пропасть. Чтобы понять, что между всеми этими произведениями общего, нужно вернуться к модернистам. Модернисты появились в 1898 году, когда из Мюнхенского выставочного объединения вышла группа декораторов и художников в знак протеста против академического искусства и стали творить в своем собственном стиле. Модерн смог себя противопоставить всему, во что верила верхушка академического общества, всякие профессора и критики, а именно тому, что они знали, каким должно быть искусство. Был строгий регламент правил, там симметрия, что с чем сочетается, и как и где находится. Модернисты сказали нет и по сути создали абсолютно новый ордер. Невиданные раньше правила, даже правила смешивания некой эклектики они смогли убрать из стиля модерн. Кстати, стиль модерн имеет несколько названий, но сейчас речь не об этом. Модерн стал первым стилем, где каждый предмет был как будто продолжением другого. Модерн – это стиль, в котором весь дизайн выполнен в одном стиле. При этом они начинают смешивать и несмешиваемые ранее материалы, например, мозаику и дерево, камень и плитку. В стиле не было прямых линий и прямых углов. Один предмет как будто вытекал из другого. Смотрите. Модернисты противопоставили себя всем существовавшим ранее приемам академического искусства, а постмодернисты смогли себя противопоставить даже модернистам. Но главный камень преткновения постмодернистов – это конкретный человек и его философия. Постмодернизм закрутился вокруг философии Гегеля, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, который жил с 1771 по 1831 год, был немцем и в Германии всю жизнь прожил.
Гегель был очень умный мужик и закрученный, вот такие резюме пишет об его трудах. Гегель в своей философской системе принимал те же 3 ступени в развитии познающей силы, но устранял из этого процесса всякий вид произвольной деятельности, считая весь процесс необходимым движением от одной ступени развития к другой, от бытия в себе через бытие вне себя к бытию в себе и для себя. Идея, природа, дух. Необходимый процесс саморазвития совершается по Гегелю в чистом или абсолютном разуме. Идеи, вследствие чего разум, мышление, оказывается единственным действительным сущим, а все действительное необходимо разуму. Разум в этой системе есть, следовательно, единственная субстанция, но не реальная, а чисто идеальная и логическая. Поэтому философию Гегеля часто именуют панлогизмом. Превратить эту субстанцию в субъект, то есть первоначальный бессознательный разум в самостоятельный дух и даже в абсолютный дух, так как субстанция есть абсолютный разум, составляет задачу мирового процесса. Выхождение субстанции из ее первоначального вида, существование как логической идеи, винобытие как природы и заключительное понимание себя собой как единого истинного действительного понимания, что такое абсолютная идея, какова она есть в развитии в своем существе, составляет ступени мирового процесса. Именно с этой мутью постмодернисты категорически были не согласны. В частности, они были не согласны с тем, что процесс развития личности идет от одной ступени к другой, и эти ступени нельзя никак пропустить. И они назло Гегелю пропускают все. Если модернисты строго придерживались своих собственных правил и получили стиль, который легко узнать, то главное правило постмодернизма – забыть про правила. Постмодерн больше не верит в серьезность. Серьезность – это иллюзия. А архитектура и творчество – это всего лишь склеивание отдельных отрывков и фраз. Диктатуру разума постмодернисты считают обманом и ложью, а человек не может знать мир, а может лишь его интерпретировать. Наука, религия, искусство не имеют больше никаких различий, а некоторые постмодернисты даже утверждают, что религия – самое главное в изучении мира. Чувства и интуиция также важны, как и разум. В целом, по мнению постмодернистов, дизайн не должен существовать в определенных школах и канонах, а может быть отдельным независимым произведением искусства. Всем спасибо, с вами был канал «Обо всем и про дизайн». Подписывайтесь. Этого места, то вам наверняка было интересно, так что не забывайте поддержать молодой канал лайками, репостами и так далее. Спасибо!